Глава 250. Хуачен захворал. Всего лишь легкое недомогание, но тот факт, что князь демонов тоже может заболеть, все же поистине удивителен. Поэтому, когда Селянь, возвратившись в храм Тысячи Фонарей, по своему обыкновению решил проверить, как Хуачен упражняется в каллиграфии, а вместо этого нашел его с чуть покрасневшим лицом, ужасно разволновался. Уложив Хуачена на божественный алтарь. Все верно, эти двое целыми днями катались по широкому алтарю, все равно здесь не имелось божественной статуи. Потрогав рукой щеки и лоб Хуачена, Селянь забеспокоился еще сильнее. «Какой ты горячий!» — Хуачен усмехнулся. «Разумеется, ведь я увидел ГГ. А если ГГ опять потрогает меня, я стану еще горячее». Селянь сперва застыл, но поспешно притворился, что его лицо покраснело от гнева, и сказал: «Заболел, а все равно не можешь удержать свой язык». Хуачен невинно возразил: «Я разве что-то не то сказал. Я сама скромность». «ГГ, не волнуйся, сущий пустяк, ни о чем беспокоиться». Но Селянь расслышал, что даже его голос сделался более низким и хриплым, а лицо более утомленным. «Что ж, тогда тебе нужно как следует отдохнуть, а я побуду с тобой несколько дней, пока не поправишься». Принц убрал каллиграфические принадлежности на край алтаря, а Хуачен похлопал ладонью рядом с собой. «ГГ не составит мне компанию, но, взойдя на алтарь, вряд ли уже спустишься, тогда об отдыхе на несколько дней можно позабыть». «Нет уж», — мягко отказался Селянь, — «мой Сань Лан слишком утомился занятиями». «Ну что ты?» — усмехнулся Хуачен. «Если речь идет о занятиях с ГГ, разве Сань Лан испугается переутомления?» Селянь решил не припираться с ним, а все внимание сосредоточить на написании иероглифов. Хуачен повернулся на бок, подложил под щеку ладонь и вгляделся в его лицо. Неважно, в который раз, Селянь все равно краснел от этого его взгляда, он с некоторой неловкостью произнес: «Сань Лан, смотри на бумагу, а не на меня». «ГГ», — вздохнул Хуачен, — «не стану лукавить, но при одном взгляде на эту ерунду у меня начинает болеть голова. Но когда пишет ГГ, мне жаль упускать момент созерцания. Возможно, я и заболел потому, что насмотрелся на эти письмена». «Разве бывает такая болезнь?» — Хуачен хихикнул. «Лучше я буду смотреть на ГГ. Ты намного красивее иероглифов. Может, посмотрю подольше, и болезнь отступит». Селянь ничего не мог с ним поделать, и в то же время принцу стало смешно. Он положил кисть и покачал головой. «И почему ты в последнее время все чаще любишь нести чепуху? Ни одного серьезного слова». «Ну ладно, я понял, будь по-твоему. Смотреть на иероглифы не будем, чем займемся тогда? Вообще-то можно ничем не заниматься. Пока ты просто находишься рядом, исцеление не займет много времени, мне скоро станет лучше». Селянь еще раз потрогал его лоб. Хуачен, с его внешностью прекрасного мужчины, сейчас вот так ластился к нему, и принц представил маленького мальчика с румяным личиком, зимой завернутого в теплое одеяло. Сердце его растаяло от нежности. Подумав, принц произнес: «Вот что. Я весьма кстати подобрал одну вещь». Он пошарил в рукаве и что-то вынул со словами: «Это старая книжка, которую мне за ненадобностью отдали добрые люди, как раз намеревался с ней ознакомиться. Давай я почитаю тебе сказки». В его руках оказалась очень старая книжонка, растрепанная и порванная, с пожелтевшими страницами и необыкновенным книжным ароматом чернил. Наверняка ее читали и перечитывали бесчетное множество раз. Но Хуачен отказался: «Не хочу». «Почему?» — удивился Селянь. Хуачен лениво протянул: «Все равно там записаны истории, придуманные про других небожителей, а мне и так прекрасно известно обо всех их пустячных делишках, не стоящих упоминания. Что в них интересного? Еще и утруждать ГГ специально читать мне о них, и то верно». Все-таки Хуачен собрал у себя истории темного прошлого всех сильнейших среди 3 миров. «ГГ, если правда хочешь почитать, выбери что-нибудь другое. К примеру, истории о тебе». Селянь усмехнулся: «Обо мне? Разве кто-то знает мою жизнь лучше тебя?
видел больше твоего, расскажи мне еще что-нибудь, я хочу послушать. Мне никогда не надоест». Селянь знал, что он совершенно серьезен, и осторожно убрал прядь его волос со щеки. Случайно скользнув взглядом, принц вдруг с удивлением произнес: «Сань Лан, тут, кажется, говорится о нас с тобой, правда?» Пролистав старую книжку, принц ответил: «Честно. Очень много историй про великого князя демонов в красных одеждах и мусорное божество. Это ведь мы с тобой, Хуачину, стало любопытно. О! И что там написано?» Селянь тоже заинтересовался, как простые люди представляют его и Хуачена, поэтому открыл сборник сказок и прочел вслух: «Давным-давно жил на свете великий князь демонов, который любил носить красные одеяния. Он обладал недюжинной силой, владел целыми горами злата и серебра, только пребывал все время в печали. Потому что был очень одинок, скучал по своей женушке». Селянь так и прыснул со смеху и дальше читать не смог. Это сказ об одиноком князе демонов в пустом гнезде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хуачен поднял брови, но ведь это правда. Без тебя я был очень одинок. Лицо Селяня обдало жаром, он продолжил читать. Давным-давно жил на свете великий князь демонов, который любил носить красные одеяния. Он обладал недюжинной силой, владел целыми горами злата и серебра, казна его никогда не пустовала. Только пребывал он все время в печали. Потому что был очень одинок, скучал по своей женушке. Вот только прождав несколько сотен лет, он так и не дождался любимую, поэтому решил спросить одного очень мудрого старца, предсказателя судеб, где же его суженая. Бессмертный старец ответил ему: «Вы встретитесь на горе. Твоя суженая в свадебном платье приедет на разукрашенном паланкине, чтобы выйти за тебя». Великий князь демонов решил во что бы то ни стало отыскать свою суженую, поэтому прибыл на указанную гору и приготовился терпеливо ждать. Ну а где-то далеко-далеко жил один мусорный бог. Он занимался сбором всяческой рухляди, поэтому был самым бедным среди небесных чиновников, даже беднее, чем многие смертные. Но, несмотря на свою нищету, он был очень добрым. Однажды этот бессмертный небожитель, возвращаясь домой с мешком мусора, увидел у дороги плачущую девушку и спросил ее: «Девушка, что вас так сильно опечалило?» И та в слезах ответила: «Я выхожу замуж, но в день проводов невесты нужно проходить через гору, на которой обитает злой дух новобрачного. Он крадет проезжающих мимо невест, спасти удается лишь немногих. Он похитит меня и убьет». Бессмертный небожитель проникся к девушке сочувствием и решил избавить народ от зла, а для этого притвориться невестой и убить злобную тварь. У него было два друга, один грубый, другой малодушный, поэтому их прозвали грубым божеством и малодушным божеством. Не отрываясь от драки друг с другом, они сказали мусорному божеству: «Этот злой дух новобрачного великий князь демонов, у него прескверный характер, а еще он страшно хитер и больше всего ненавидит богов. И если отправишься его ловить, он непременно сожрет тебя и костей не оставит». Но бессмертный небожитель был непоколебим в своем решении, поэтому друзья сделали для него свадебный паланкин. А когда наступил день торжества, небожитель позаимствовал у богини ветров красивое свадебное платье, нарядился невестой и сел в паланкин. Его друзья, отвешивая друг другу тумаки по дороге, понесли паланкин на гору. В темной-притемной ночи завывал демонический ветер, и когда паланкин принесли на гору, сопровождающие оставили мусорного бога одного. Он все ждал, и вот, наконец, дождался жениха, явившегося за ним. Но, приподняв покров, бессмертный небожитель с удивлением обнаружил, что великий князь демонов — это несравненно прекрасный юноша. И вот что поразило его еще сильнее: юный жених оказался прекрасно воспитанным и обученным хорошим манерам, нежным и заботливым. Он не сорвал человеческую маску и не обнажил синюю морду с острыми клыками, не заставил принца делать что-то ужасное. В общем, совершенно не походил на жуткого князя демонов из легенд. Гора была очень большая, великий князь демонов привел мусорного бога в свою пещеру и сказал ему: «С этого момента я становлюсь твоим мужем, а ты моей возлюбленной женой. Вся эта гора принадлежит мне, и тебе тоже, можешь все здесь осмотреть».
Но запомни, что во внутренних пещерах есть 2 комнаты, в которые тебе заглядывать ни в коем случае нельзя». «Почему?» — спросил бессмертный небожитель. Его жених, князь демонов, ответил: «Это мой секрет, тебе нет нужды знать о нем. Впрочем, ты не сможешь туда попасть, даже если захочешь, потому что я установил перед комнатами магический барьер. Его можно преодолеть, только имея при себе нечто, принадлежащее мне». Бессмертный небожитель не унимался. «Что же это?» — князь демонов ответил: «В одной комнате спрятана грязная бесполезная дрянь, ключ можно найти на моем теле в большом количестве. В другой комнате хранится мощный магический артефакт, ключ не найти на моем теле, однако об него легко обжечься». Разумеется, бессмертный небожитель не послушался. Перед князем демонов он притворялся послушным, но стоило тому уйти, как тут же бежал к внутренним пещерам, перепрыгивая с карниза на карниз и карабкаясь по стенам. Как он и думал, из комнаты с грязной бесполезной дрянью слышались жуткие стенания и крики о помощи. Небожитель заподозрил, что там заперты исчезнувшие невесты, поэтому решил украсть что-то у князя демонов, чтобы открыть потайную комнату. Но что же он должен украсть? У князя демонов были длинные блестящие волосы цвета вороного крыла. Иногда он распускал их, иногда убирал в кривой хвост. Бессмертный небожитель придумал способ каждый день брать у него несколько волосинок и спросил: «Скажи, пожалуйста, мы можем жить с тобой в одной комнате?» Его жених вежливо ответил: «Конечно, можем. Ведь мы же супруги». Так они стали жить вместе. Но хоть и спали на одной постели, бессмертный небожитель не позволял жениху снимать с него одежду, а великий князь демонов вел себя весьма учтиво и не прикасался к нему. Однако очень скоро небожитель заметил, что князь демонов совсем не роняет волос. Неважно, сколько раз он утром помогал жениху причесаться, или когда вечером ложился рядом спать, ни на подушке, ни на постели, ни на полу, ни на расческе нигде не оставалось ни единого волоска. Тут уж ему пришлось поломать голову. Бессмертный небожитель взял меч, чтобы тайком отрезать прядь волос князя демонов, когда тот будет спать, но тот оказался очень бдителен, стоило приблизиться, и он сразу открыл глаза. Однако даже пойманный с поличным, бессмертный небожитель остался невозмутим. Чтобы князь демонов его ни в чем не заподозрил, он отрезал прядь своих волос и протянул ему. Князь демонов очень обрадовался такому жесту. Вскоре хитроумный небожитель придумал другой способ. Он сказал князю демонов: «Скажи, пожалуйста, могу я тебя поцеловать?» Тот охотно согласился: «Конечно, можешь. Ведь мы же супруги». Так бессмертный небожитель по своей воле заключил демонического жениха в объятия и одарил долгим и страстным поцелуем. Испробовав, наконец, демонического жениха на вкус, он поспешил плотно закрыть рот и отправиться во внутренние пещеры. Но только оказавшись на месте, обнаружил, что так по-прежнему не годится. Ключ должен быть в большом количестве, а он добыл еще недостаточно. Войти в комнату не получилось, удалось лишь просунуть голову, а тело, как ни пытался он протиснуться, оставалось снаружи. Бессмертный небожитель пал духом. Он то думал, что украсть что-то у князя демонов будет просто, но не ожидал, что это окажется так трудно. Вспомнив о своей подруге, богине ветров, он отправился с визитом в храм ветров, и вот, где задал вопрос: «Как мне заполучить у великого князя демонов что-то с его тела в большом количестве?» Богиня ветров вздохнула: «Проще простого. Обернись женщиной, проведи с ним брачную ночь, и получишь желаемое». Бессмертный небожитель поспешно замотал головой. Способ самосовершенствования, избранный им, подчинялся правилу «стоит только лишиться невинности», и уровень магических сил серьезно упадет. Куда же это годится? Тем временем возвратился его превосходительство, повелитель вод, который как раз услышал предложение богини ветров и гневно выкрикнул: «Это что еще такое? Как ты можешь говорить нечто столь безнравственное?» А стоило повелителю вод выйти из себя, он начинал бросаться в людей деньгами, так что мог и убить, поэтому бессмертный небожитель поскорее убежал. Бежал он, бежал, и вспомнил о своих друзьях, грубом божестве и малодушном божестве, и отправился к ним за советом. Он снова застал их за дракой, и те, не отрываясь друг от друга,
сообщили ему ужасную новость, потому как пропало слишком много народу, небесные чиновники собираются напасть на гору великого князя демонов и схватить его. Бессмертный небожитель удивился и забеспокоился. Ведь спустя столько дней, проведенных с князем демонов, теперь он считал, что юноша не стал бы совершать столь дурной поступок. Возможно, тут произошло какое-то недоразумение, и во внутренних пещерах заперты вовсе не пропавшие невесты, а нечто иное. Но мусорный бог был слишком беден и высокого статуса не имел, никто не стал бы его слушать. Он ужасно разволновался и бросил поиски истины, ведь на гору вот-вот нападут небожители, делать нечего, пришлось ему вернуться на гору и спросить великого князя демонов: «Скажи, пожалуйста, могу ли я провести с тобой брачную ночь?» Его жених лучезарно улыбнулся: «Ах, конечно, можешь. Ведь мы же супруги». Так мусорное божество и великий князь демонов провели настоящую брачную ночь. В процессе бессмертный небожитель ужасно переживал, что взятого у князя демонов окажется мало, и потому крепко прижимался к нему и просил: «Ты можешь отдать мне все до капли? Можешь дать побольше?» Его жених с нежностью и заботой говорил: «Если ты хочешь этого». «Хочу», — отвечал небожитель. Так хитроумный небожитель добился желаемого и заполучил то, что так долго искал. То, что можно найти на теле князя демонов в большом количестве. На следующий день бессмертный небожитель, взяв с собой то, что всю ночь выпрашивал у князя демонов, пришел к комнате, где спрятана грязная бесполезная дрянь, и на сей раз, наконец, вошел внутрь. Но, открыв комнату, он обнаружил внутри множество нечесанных и неумытых трупов, некоторые уже истлели до костей, на трупах угадывались свадебные одеяния, похоже, это и были те самые пропавшие невесты. Надежда не оправдалась, и бессмертный небожитель чувствовал себя потрясенным и расстроенным. Обернувшись, он вдруг заметил, что в какой-то момент за его спиной показался кто-то еще. Великий князь демонов стоял прямо за ним. Бессмертный небожитель ужасно испугался. Он вспомнил, как грубое божество и малодушное божество говорили ему, что великий князь демонов страшно хитер и к тому же просто ненавидит небесных чиновников. Сейчас у него не было магических сил. Неужели князь демонов на самом деле сразу разглядел его истинный статус и просто все это время обманывал его? Разгневанный и опечаленный, небожитель бросился наутек, бежал все быстрее и быстрее, но даже не выбежал из комнаты. Оказалось, что он в спешке растерял то, что дал ему князь демонов, и магический барьер задержал его. Великий князь демонов догнал небожителя, заключил его в объятия и, наконец, рассказал всю правду. Выходит, он вовсе не ловил людей себе на съедение, только дожидался на горе того, кто назначен ему судьбой. Однажды на него наткнулась процессия проводов невесты, когда он прогуливался по окрестностям, и жених, который тоже присутствовал среди провожающих, в страхе сбежал, бросив плачущую горькими слезами невесту. Князь демонов не хотел никому навредить, но невеста сказала, что не хочет выходить за того мужчину, поэтому не вернулась домой, а просто сбежала одна. Впоследствии произошло еще несколько подобных случаев, и князь демонов просто наблюдал за ними, вместе с тем испытывая женихов. И если те решались ценой собственной жизни защитить невесту перед лицом темной твари, князь демонов отпускал их с миром. Но если подлый жених толкал свою суженую в пасть нечисти, чтобы самому выиграть время и сбежать, князь демонов хватал его и запирал в этой комнате. Все эти люди, будучи злыми и хитрыми, часто убивали друг друга, вот и оставались от них только кости. Их трупы как раз увидел бессмертный небожитель. А невесты тем временем либо вернулись домой, либо сбежали далеко-далеко со своими возлюбленными, чтобы бродить по свету или где-нибудь обосноваться и жить в покое. Князь демонов закончил рассказ. «Я ведь ждал тебя несколько сотен лет, ГГ, и вот, наконец, дождался». Разрешив, наконец, все недоразумения, они крепко обнялись. Чтобы покинуть комнату, князь демонов снова дал бессмертному небожителю много того, что у него было. Но неожиданно с небес раздался оглушительный грохот. Оказалось, что небесные чиновники, которые долго жили в страхе перед великим князем демонов, решили воспользоваться шансом и, наконец, напасть на него. Мусорный бог вырвался вперед, чтобы сразиться с ними, и ему удалось одолеть часть небесного войска.
Но другие небожители обрушили целую гору и погребли под ней князя демонов. Гора была слишком высокая, бессмертный небожитель испугался, что она раздавит князя демонов, и из последних сил удержал ее на своих плечах. Тем временем он вспомнил, что еще одна таинственная комната по-прежнему закрыта, а ведь в ней хранится мощный артефакт, который наверняка способен перевернуть гору. Он ворвался в пещеру, но с удивлением и радостью обнаружил, что великий князь демонов стоит перед ним, целый и невредимый, да еще сильнее, чем прежде. Они выбрались из-под завала и вместе прогнали небесных чиновников, строивших им козни. В конце концов двое плечом к плечу сели на верхушке горы, глядя на розовые облака и звезды, которые оставили за собой убегающие небесные божества. Мусорный бог спросил: «Ты ведь говорил, что комнату с грязной бесполезной дрянью можно открыть только с помощью большого количества того, что есть на твоем теле, ну а комната с магическим артефактом открывается лишь тем, что на тебе не найти, но об него можно обжечься». Князь демонов, улыбаясь до ушей, ответил: «Все верно. Только ведь ГГ давным-давно заполучил эту вещь». Бессмертный небожитель понял. Ключом была горячая любовь князя демонов. После мусорный бог и великий князь демонов вновь радостно отправились проводить брачную ночь и больше не расставались. История закончилась, а Селянь остался по-прежнему озадачен, что это такое. Не слишком ли перестарался сочинитель? Нет, это ведь что за полнейшая ерунда? Разве это можно назвать сказкой? Хуачен уже повалился на кушетку от смеха. Селянь, совершенно ничего не понимая, воскликнул: «Но ведь все было не так». На чем основана эта сказка? На происшествии на горе Юйцюнь. Но ведь там все случилось совсем по-другому. Все так сильно искажено. И вообще, разве можно такое читать детям? Наверное, нельзя. Кто это написал? И что это за второстепенные персонажи, которые, вроде бы, кажутся знакомыми, но при этом на себя не похожи, и если приглядеться, то все сказки в этой книжке, хоть и могли показаться невинными историями для чтения детям перед сном, на самом деле оказывались чрезмерно фривольными, причем они вгоняли в краску даже сильнее, чем самые откровенные сцены. Однако после прочтения оставалось странное чувство. Селянь даже заподозрил, что, возможно, это с ним что-то не так. Хуачен сказал: «Но ведь не вся история искажена. По крайней мере, несколько моментов переданы верно. К примеру, я ведь и правда называю тебя ГГ, или вот еще, на горе Юйцюнь я в самом деле встретил ГГ с паланкина». Еще ГГ в нашу первую ночь действительно, Селянь считал, что за столько лет смог нарастить достаточно толстую кожу на лице, чтобы не чувствовать стыда, но все же рядом с Хуаченом его щеки часто розовели. Откуда им знать такие подробности? И вообще, кроме этого, нет ни одного совпадения. Принц понимал, что истории, выдуманные в народе, отличаются от реальных событий, как небо и земля, а после бесчисленных переработок могут превратиться во что угодно, ничего странного тут нет. И все же, столкнувшись с этим лично, Селянь испытал невиданное потрясение. В процессе он несколько раз останавливался, не в состоянии читать такое вслух от смущения, но поддавался на уговоры Хуачена и продолжал. Ему хотелось бы сейчас кого-нибудь ударить, но, как назло, рука не поднималась. Хуачен, впрочем, как будто не видел в этом ничего необычного. Наверняка кто-то сведущий где-то сболтнул, люди подхватили, пересказали, соединили одно с другим, понастроили догадок, вот и получилось то, что получилось. Селянь отбросил книжку в сторону. «Не будем читать подобную чепуху. Тебе надо как следует отдыхать». Но Хуачен захлопал в ладоши и попросил: «Отлично написано, талант». После того, как ГГ прочел мне эту сказку, я почувствовал себя в 100 раз бодрее. ГГ, прочитай еще одну. Решительный отказ: нет. ГГ, у меня разболелась голова. Но ГГ. Ладно. Хуачен крайне редко заболевал, а Селянь и без того всегда исполнял любые его пожелания, отвечал на любые просьбы. Как он мог отказать в такой-то момент, как бы принц не смущался,
пришлось сделать над собой усилие и вновь подобрать с пола эту желтую книжку, лечь рядом с Хуаченом, позволить ему обнять себя за талию и, отбросив стыд, продолжать чтение вслух. Давным-давно жил на свете молодой и прекрасный его высочество, наследный принц, что предавался самосовершенствованию в диких горах. И однажды ночью он встретил таинственного гостя.